Ты рождаешься не в мирное время. Все вокруг уже поделено войной, верой и чужими амбициями. Здесь города живут под знаменами правителей, а судьба земель решается мечом. Иерусалим уже давно потерян. Священный город стоит под властью крестоносцев. Для одних это победа, для других — рана, которая все еще не закрылась. Но проблема не только в крестоносцах. Мусульманский Восток сам расколот на части. Каждый мир держится за свою власть, пока общий враг становится сильнее. В этом мире рождаешься и ты. Не как избранный, не как будущая легенда. Просто еще один ребенок эпохи, где даже детство принадлежит войне. Ты растешь в семье, где близость к власти означает близость к опасности. Рядом с тобой люди, для которых служба, поход и приказ обычнее, чем покой. Ты еще мал, но уже с детства видишь, как живут те, кто держит мир на острие клинка. Ты смотришь на всадников, на оружие, на строй, на пыль под копытами. Пока другие уже мечтают о славе, ты просто наблюдаешь. Но именно так и начинается понимание мира, который однажды потребует тебя целиком. В юности ты не похож на человека, который однажды будет менять карту мира. В тебе больше сдержанности, чем ярости, больше внимания, чем показной храбрости. Но тишина вокруг тебя ложная. За стенами городов снова идут конфликты, меняются союзы, рушатся клятвы. Рано или поздно этот мир все равно придет за тобой. Постепенно ты входишь в мир, где уже нельзя оставаться просто наблюдателем. Поездки, поручения, походы, новые лица, новые правители. Каждый шаг все дальше уводит тебя от обычной жизни. Ты еще не ведешь армию вперед, но ты уже рядом с теми, кто принимает решения. И именно здесь ты начинаешь понимать, как выглядит настоящая власть. Ночью лагерь затихает, и впервые ты начинаешь понимать. Война держится не только на силе, но и на умении ждать, слушать и выбирать момент. С каждым днем ты уходишь все дальше от обычной жизни. Теперь вокруг тебя дороги, колонны, приказы и знамена. Ты входишь в мир, где слабым места нет. Поход — это не слава. Это жара, пыль, жажда и усталость. И ты быстро учишься, что армия держится не на красивых словах, а на выносливости. Впереди крепости, границы и чужая власть. Мир вокруг давно поделен, и каждая такая стена напоминает тебе, что сила решает все. Ты не говоришь, ты слушаешь, и впервые начинаешь понимать, как на самом деле принимаются решения. Здесь война не отделена от веры. Каждое движение — это не только приказ, но и долг. И ты начинаешь чувствовать этот вес. Ты видишь не только армии, ты видишь и тех, кто страдает после них, и понимаешь, каждая победа имеет цену. Этот мир больше, чем отдельные города. Он разделен, ослаблен и нестабилен. И ты начинаешь понимать, его можно изменить. Ты уже не стоишь в стороне, ты начинаешь двигаться вперед, и вместе с этим меняется и твое место в этом мире. Впереди Египет, не просто новая земля, а место, где все изменится, и где ты впервые станешь силой, с которой придется считаться. Перед тобой Египет, не просто новая земля, а одно из самых важных мест всего Востока. И именно здесь твоя жизнь впервые подойдет к настоящей большой власти. Египет встречает тебя не тишиной, а движением. Здесь все иначе. Больше людей, больше богатства, больше влияния. Ты входишь в мир, где сила рождается не только на поле боя, но и в сердце государства. Теперь перед тобой не только дороги и лагеря, перед тобой люди, от которых зависит власть. И с этого момента каждый взгляд, каждое слово и каждое решение начинает весить намного больше. Ты быстро понимаешь главное. Государство держится не только на войнах, оно держится на порядке, деньгах, людях и тех, кто умеет управлять всем этим сразу. Ты еще не владеешь этим миром, но уже чувствуешь, что именно здесь все начнет меняться. Египет станет не просто частью твоей жизни, он станет началом твоего восхождения. Ты больше не просто наблюдаешь, теперь ты внутри системы. И каждое решение, даже самое маленькое, уже влияет на то, как тебя будут воспринимать. Тебе начинают доверять людей. Сначала немного, но именно с этого начинается настоящая власть. С тех, кто готов выполнять твои приказы.
Ты справляешься. Без шума, без громких побед. Но именно такие моменты создают репутацию надежного человека, на которого можно опереться. Теперь на тебя начинают смотреть иначе. Ты больше не просто один из многих, ты становишься тем, кого начинают замечать. Ты уже внутри системы, ты уже влияешь, и это только начало того, во что превратится твоя жизнь дальше. Теперь ты не просто слушаешь, теперь ты говоришь, и тебя слушают. И именно так начинается настоящая власть. Ты действуешь не силой, а точностью, и именно это начинает выделять тебя среди остальных. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше становится доверия вокруг. Теперь ты не просто воин, ты часть игры, где побеждают не только мечом. Ты не идешь в лоб, ты не показываешь силу без необходимости. Ты просто становишься тем, кого невозможно игнорировать. Теперь ты уже не просто часть системы, ты становишься одной из ее опор, и дальше путь ведет только вверх. Теперь информация приходит к тебе. Ты больше не ищешь решения, ты становишься тем, кто их принимает. Ты начинаешь видеть больше, не один отряд, а целую систему, которая работает под твоим контролем. Чем выше ты поднимаешься, тем дороже становятся ошибки, и теперь каждое решение может изменить все. Теперь ты не сомневаешься, ты выбираешь, и за твоими словами сразу следует действие. Ты уже почти там, остался один шаг, и ты перестанешь быть частью системы, ты станешь тем, кто ей управляет. Теперь это не просто путь, это армия, и впереди война, которая изменит все. Перед тобой враг, совсем другой, другая вера, другая армия и та же цель – власть над этой землей. Перед тобой враг, совсем другой, другая вера, другая армия и та же цель – власть над этой землей. Теперь речь идет не о заданиях, теперь речь идет о войне. И ты должен просчитать каждый шаг. Когда-то эту землю защищал другой король, но теперь его больше нет. И перед тобой армия, которую ведет уже совсем другой человек. И именно его решения сейчас решат все. Ты не спешишь атаковать, ты даешь жаре сделать свою работу, и с каждым шагом враг становится слабее. Им нужна вода, но ее нет, и именно здесь их армия начинает ломаться. Теперь это уже не бой, это конец, и армия перед тобой больше не может сражаться. Ты победил не силой, а тем, что оказался умнее, и теперь перед тобой открывается путь к самому главному. После Хаттина путь остается только один – Иерусалим, город, ради которого все это началось. Они уже знают, что ты идешь, и что остановить тебя будет почти невозможно. Ты не спешишь, ты просто сжимаешь кольцо. И город начинает понимать, что выхода нет. Город сдается, без полного разрушения, потому что ты уже выиграл еще до последнего удара. Ты входишь в город, который стал целью всей твоей жизни. И теперь он под твоим контролем. Ты входишь в город, и он не горит, он живет, и теперь под твоим контролем. Люди смотрят на тебя с осторожностью, но без страха, потому что ты пришел не разрушать. Город меняется, не мгновенно, но шаг за шагом он становится частью твоего мира. Теперь ты не просто человек, ты символ. И от тебя зависит все вокруг. Но даже сейчас, когда ты достиг всего, наступает момент тишины. Теперь о тебе говорят не только в военных шатрах, не только среди эмиров, советников и командиров. Твое имя начинает жить в городах, на рынках, во дворах, на дорогах, по которым идут купцы, паломники и воины. Ты уже не просто человек, который выиграл битву. Ты становишься именем, которое несут дальше сами люди.
Победу меняет не только стены города, она меняет дороги, гарнизоны, Свободен, торговлю, братья! тишину между Мир крепостями. вам! Там, где раньше были страх и нестабильность, теперь появляется порядок, и этот порядок уже связан с твоим именем. Даже враг начинает смотреть на тебя иначе, не как на очередного правителя, и не просто как на человека, которому повезло победить. Они видят в тебе того, кто умеет не только воевать, но и держать себя после победы. А это уважение приходит далеко не к каждому. Ты поднялся очень высоко. Настолько высоко, что теперь вокруг тебя все больше пространства и все меньше простых вещей. Власть дает контроль, дает имя, дает место в истории, но вместе с этим она делает человека тише, тяжелее и в каком-то смысле одиноким. После великих побед приходит странное чувство. Мир все еще движется, города живут, армии стоят, люди продолжают произносить твое имя, но внутри тебя становится тише. И однажды ты начинаешь смотреть на свою жизнь не как на битву, а как на длинный путь, который почти завершен. Время идет. Незаметно, но неизбежно. Ты уже не тот, кто когда-то только входил в Египет, не тот, кто стоял перед армией в первый раз. Ты прошел путь, и этот путь оставил на тебе след. Мир продолжает двигаться, приказы исполняются. Люди живут своей жизнью, и впервые ты видишь это не из центра событий, а со стороны. В такие моменты все становится тише. Не слышно армий, не слышно приказов. Остается только ты и все, что ты сделал. Даже самый длинный путь заканчивается. Не на поле боя, не в момент победы, а в тишине. Ты ушел, но мир остался. Города стоят, дороги ведут дальше. И где-то среди всего этого остается твое имя. Не как звук, а как часть истории.